Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами снова канал Мир моделей. Меня зовут Павел. Я хочу сегодня рассказать вам о поступившей новинке в наш магазин. Это давно ожидаемая от компании Звезда модель в 35-м масштабе танк Армата. Поскольку обширной исторической справки у данной машины еще нету, но тем не менее небольшие вводные данные. Итак, друзья, перед вами модель танка Армата Т-14, объект 148. Это новейший российский основной танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы Армата. То есть головное предприятие разработчик Уралвагонзавод разработала вот такую вот универсальную платформу, на базе которой в данном варианте Т-14 это находится здесь необитаемая башня, то есть экипаж находится внутри. Также на основе этой универсальной платформы создается еще несколько боевых машин, одна из которых уже довольно-таки известна. Это боевая машина пехоты тяжелая, называется индексом Т-15. Также там еще производится курганец. И я думаю, что таких боевых машин в дальнейшем будет много. Чем интересен этот танк? Это совсем последнее слово, так сказать, в танкостроении. Танк Т-14, вот Армата, значит, впервые он был продемонстрирован в рамках 9 мая, это парад Победы 2015 года. Потом в дальнейшем был в рамках государственной программы вооружений размещен государственный заказ на изготовление 2300 танков до 2020 года. В 2015 году была изготовлена опытно-промышленная партия из 20 машин. А в 2016 году, то есть в этом году, уже начато серийное производство, которое, как заверяет Министерство обороны, даже не будет сокращать в условиях кризиса. Одновременно начиная процедура военной приемки, устранения недостатков. Я думаю, что через какое-то время мы увидим Т-14 с каким-нибудь индексом, то есть какие-то уже пойдут модификационные изменения, там индекс А, Б там, и так далее. В чем изюминка этой машины? Он является первым в мире танком в рамках концепции центрической войны, то есть где машина является как бы основой для такой небольшой мобильной ударной группы. То есть танк одновременно с помощью своих новейших средств связи, целеуказания может быть основой в группе из нескольких танков. Т-90, например, самоходных Акация или Коалиция СВ, и может даже одновременно обмениваться информацией даже с боевыми вертолетами. Я думаю, что в настоящее время конкурентов у данной машины нету. Все танки, которые сейчас современные, и Леопарды, и Леклерки, и Абрамсы, они новыми танками не являются. Еще я думаю, что какое-то время пройдет, и думаю, что в принципе все идет к тому, что в дальнейшем все танки будут роботизированы, это будут так называемые гусеничные боевые дроны. В конечном итоге мы все-таки придем к восстанию машин, то, что уже было показано в Терминаторе. Здесь на данном танке применена новая система комплексной защиты. Она как и динамическая, так и активная. Различные много систем. Я думаю, что все это можно посмотреть в интернете. Давайте мы все-таки подойдем. Еще немножко я вам покажу. Вот здесь вот коробку. Вот здесь вот с обратной стороны. Как раз вот в таком виде впервые этот танк на параде Победы увидели мы, и я думаю, что увидели его все. А теперь заглянем в коробку. Вот, как вот уже многие видели в моделях вот Т-35, а также Королевский Тигр, вот такие вот большие коробки. Они из плотного картона, очень хорошо доставляются, удобно. Здесь мы видим набор литников. Непосредственно переходим к самому вкусному, к осмотру литниковых рам. Начнем мы по традиции с инструкции. Здесь подробно указано этапы сборки.
Это ванна корпуса. Вот таким вот образом она выглядит. Угловые элементы, которые предотвращают при склейке гуляние надгусеничных полок, чтобы не перекашивало их в процессе сборки. Это у нас элементы подвески, в том числе, вот, например, опорные катки, гусеницы. Ну, гусеницы, как уже многие собирали Т-90 от Звезды, они сделаны точно в таком же ключе, то есть идет отдельно гусеница, и к ней нужно будет потом приклеить вот такие вот элементы. Вот они в следующем литнике у нас, но я просто немножко сейчас перескочу. Вот они здесь даются вот такие вот эти вот гребни. Они будут отсюда отделяться и приклеиваются аккуратненько внутрь. Но это вот уже все, многие уже попробовали это на Т-90, поэтому я думаю, что сложности с этим элементом каким не возникнет. Также здесь есть балансиры, которые входят в торсионную вот подвеску непосредственно на корпусе ванны днища, которое я только что показал ранее. Вот непосредственно то, что я показывал сейчас, немножко забежав вперед. Вот они непосредственно гребни, которые устанавливаются, а также гребни, которые нужно будет установить на ведущее колесо, либо ленивец с двух сторон. Также здесь элементы вот отдельно даются ковши буксирных тросов. Вот также здесь дымовые гранатометы. Вот такой вот тоже еще есть литник. Это у нас подбашенная. Вот, и элементы активной навесной защиты. Также еще здесь есть решетки, чем очень хорошо смотрится. Я думаю, что впервые эти решетки очень заметно они были на меркавах. Ну, думаю, что элемент, так сказать, был очень полезный. И вот он перекочевал во многие страны, и в том числе используется во многих танках. Это можно увидеть. Здесь вот тоже элементы. Тут уже мы видим элементы башни. Тоже, опять же, еще гусеница. Маска орудия. Непосредственно буксирная троса. Орудие. Ну, последний литник, вернее, предпоследний литник, который мы здесь видим. Это непосредственно верхняя и нижняя половина башни. С сегментами они сделаны. Проработано, опять же, посмотрите, очень аккуратно проработано элементы динамической защиты. Также стыки, панели, головки болтов. Они пролиты очень качественно. Ну, вот это вот то, что последние продукты компании «Звезда». В этом плане они, конечно, меня лично они приводят в восторг. Вот, и вот еще это непосредственно верхняя часть корпуса. Вот здесь отверстие под решетки. Я сейчас немножко зайду чуть-чуть опять вперед. В самом последнем литнике, который здесь у нас представлен, это у нас непосредственно декаль, опять же, которая позволяет нам сделать танк именно на парад Победы, а также несколько тактических элементов, которые уже, скорее всего, идут уже в танке, которые находятся уже непосредственно в частях. Здесь внутри находится у нас вот такая вот декаль, я уже вот говорил. А здесь вот именно здесь вот находятся такие вот две капроновые сеточки, которые нужно будет, обязательно в инструкции указано, вот, наверное, вот таким вот образом, вот изнутри, аккуратно подогнав их, приклеить здесь и вот, наверное, вот здесь вот тоже. Ну, я думаю, что в ближайшее время выйдет большое количество конверсионных наборов. Я думаю, будут дополнительные элементы уже фототравленные, так что это не заставит себя ждать. Ну и вот такой вот элемент. Здесь у нас триплексы, наблюдательные приборы. Все они должны быть прозрачным стеклом. Ну, их нужно, соответственно, образом окрашивать. Я думаю, что это все можно посмотреть в интернете. Сложности это, я думаю, что вам никаких не доставит. Ну вот, уважаемые коллеги, вот мы сегодня рассмотрели новинку от компании «Звезда».
Это Т-14 Армата. Очень интересная машина, очень интересный сделанный набор. Единственный конкурент, ну, конечно, вышло где-то порядка около года назад Т-14 от фирмы Таком. Очень жалко, что сейчас данной модели нету у нас в магазине. Я думаю, что было бы интересно просто взять и посмотреть литники, как они сделаны у Такома, как они сделаны у Звезды. Ну, вот, сделали бы сравнительный обзор. Ну, в данный момент такой, к сожалению, возможности нету. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что данная модель очень сильно порадует моделистов, любителей в 35-м масштабе. И думаю, что модель современного боевого танка рядом с собранным Т-90, а также российским бронеавтомобилем ГАЗ, Тигр, Армата займет достойное место на полке моделистов. И я думаю, что смотрится очень здорово в собранном виде. Поэтому я думаю, что это будет великолепным дополнением к вашей коллекции. Надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя встреча. Мы также будем стараться радовать вас обзорами, новыми какими-то сюжетами. Я думаю, что вам понравится. Всего вам хорошего, до новых встреч. С вами был Павел, это магазин Мир Моделей. Удачи вам! You danger, you lunatic, lunatic, lunatic. Okay, that's probably the bird in it that laid the eggs. Yo, we can't have a clash. You're really. Guess next test applied.